Роберт Сандерс лежал на полу своей гостиной, замерев в полной неподвижности. Его сердце билось так тихо, как только могло, а взгляд был устремлен в потолок. Рядом, за массивным столом, его жена Кэтрин Сандерс спорила с адвокатом о наследстве, громко и раздраженно перебивая каждого. Он слышал каждое слово. Кэтрин требовала все, что можно было записать в завещании, обвиняя родственников Роберта в жадности и безразличии. Она не подозревала, что ее муж находится в комнате якобы мертвый, как он и притворился. Роберт знал, если появится сейчас, спор превратится в скандал, а разговор выйдет из-под контроля. Поэтому он оставался неподвижным, слушая, как жена с каждым новым словом проявляет все больше жадности и наглости. Он чувствовал одновременно гнев и облегчение, теперь у него была возможность понять, кто на самом деле рядом, кто заботится о нем, а кто готов только наживаться. Когда Кэтрин ушла, оставив документы на столе, Роберт наконец вдохнул полной грудью и поднялся. Он знал, теперь он видел настоящую ее сущность, а это знание было ценнее любого наследства. После ухода Кэтрин Роберт сел за стол, взял документы и внимательно изучил каждое слово. Он видел теперь всю ее жадность и равнодушие к семье. Сердце еще немного дрожало от напряжения, но разум работал ясно. Он принял решение: старое завещание будет аннулировано. В новом документе большая часть наследства шла к детям, а крупная сумма — на благотворительные фонды, которые помогали тем, кто действительно нуждался. Для Кэтрин оставался только небольшой, символический фонд, чтобы она не могла пожаловаться в суде. На следующий день, когда жена вернулась, Роберт сделал вид, что ничего не произошло. Она с ухмылкой попросила подписать документы, ожидая полного контроля. Но Роберт спокойно передал ей новое завещание. Она не сразу поняла, что произошло. Когда до нее дошло, лицо побледнело, а глаза наполнились гневом и удивлением. Роберт не произнес ни слова. Он просто смотрел, как вся ее уверенность рушится. В тот момент он понял, что притвориться мертвым было не просто выходом из спора. Это был способ увидеть правду о человеке, который казался близким, и сохранить то, что действительно важно. С этого дня Роберт больше никогда не позволял себя обманывать. Он понял, иногда нужно притвориться слабым, чтобы понять, кто на самом деле сильный. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.